Вот это кэшбэк. Оформи карту Black до конца октября и получи кэшбэк 10% в популярных категориях. Очень заметный кэшбэк. Т-банк. Он такой один. Друзья, всем привет! Водитель – это призвание, это большой груз ответственности. И находясь за рулем, требуется огромного количества выдержки, внимания, терпения. И в этот значимый и замечательный день поздравляем всех наших коллег и коллег-дальнобойщиков с Днем автомобилиста и желаем, чтобы все пути возвращались домой, к семье и близким. Берегите себя. Ну а мы в этой серии расскажем про то, что мы сделали с Сапсаном, ну и немножко покажем наших гаражных движений. Пойдемте. Ну что, друзья, вернемся немножко назад и расскажем, что у нас произошло с машиной вообще с момента ее покупки и перегона к нам ее в Москву. Так, ну прям спереди начнем тогда. Установили мы дугу с фонариками. Вот у нас масло сегодня потекло. Сейчас будем разбираться, что это такое, что случилось. В общем, ну это отдельная тема, потом расскажем. Так, установили мы дугу, поставили стробоскопы. Переделали надпись эвакуатор, она немножко испортилась по верхней части. Сделали наклейку нашу фирменную, фары дополнительные затонировали, чтобы они не выбивались из общей канвы верхней части вот этой черненькой панели. Переделали фары, поставили 5 фар, демонтировали маяки, маяки перенесли выше на крышу, потому что получалось так, что когда маяки стояли на своих штатных местах, получалось так, что сбоку часть маяка прикрывает фанфары, дудки. И, соответственно, сбоку не очень хорошо видно, поэтому мы немножко переделали. То есть мы поставили 5-ю фару и перенесли маяки на крышу. То есть мы хотели поставить туда люстру большую, но, к сожалению, крыша у нас оказалась не высокая, а стандартная, просто глобик, не XL. И поэтому наклон крыши не позволяет нам дополнительно поставить люстру. Вот, поэтому мы перенесли 2 маяка, а на дугу, на саму, скорее всего, поставим какую-нибудь проблесковую одностороннюю балку. Так, пойдемте назад. На машине было установлено 2 бака. Правый бак мы демонтировали. Вообще мы хотели, правый был побольше, перенести его на левый, но на левый, к сожалению, он у нас не влез буквально там на 30 миллиметров. Поэтому пришлось оставить 1 бак на 450 литров. Сделали вот такую защиту сверху, защиту рамы, чтобы здесь можно было ходить. Сделали защиту гидробака, но у нас родилась в процессе переделки машины родилась еще одна идея, и это все будет заново переделываться. Изначально здесь некуда было крепить запасное колесо, и запасное колесо стояло на самосвальном полуприцепе. Мы демонтировали бак, это, кстати, вот мы как раз делали перед трак-дэем. Мы демонтировали правый бак, установили туда кронштейн запаски и хотели, чтобы запаска у нас была с правой стороны. Вот. И от этой идеи хотя мы эту идею воплотили, в процессе эксплуатации машины мы ездили уже на пару заказов на этой машине. Вот. И в процессе эксплуатации машины возникла куча вопросов, которые сподвигли нас на кардинальную переделку, вообще на изменение всей структуры машины. Вот. Мы демонтировали запаску, запаски сейчас там нет. Запаска будет у нас, или не будем рассказывать, расскажем, когда это все будет. В общем, демонтировали мы запаску, а где будет стоять запаска и что будет в дальнейшем, мы расскажем в следующем ролике. Что еще здесь у нас вот такая вот интересная штука у нас получилась. Это для кормежки автомобиля. То есть установили вот такой вот лючок, чтобы было достаточно красиво, симпатично.
он оцинкованный, красить его не стали. Мы установили дугу назад, на которой мы установили фары рабочего света и дублеры задних фонарей, а также установили маркерные красные огни. Установили монитор, установили камеры, одна камера наверху, одна камера в задней части автомобиля. Машина короткая, и камера, которая наверху, так непривычно сверху смотрит на всю машину. И так на самом деле очень непривычно смотреть сверху на автомобиль, особенно когда маневрируешь. Ну, наверное, со временем мы привыкнем. По внешним мелким изменениям мы пробежались, а теперь переходим к основной теме ролика про модернизацию салона. Скорее всего, у нас будет 2 выпуска про модернизацию салона, а первое, что мы захотели изменить, это сиденье. То есть в процессе перегона машины из Томска в Москву, я обратил внимание, что сидеть как-то неудобно по сравнению с 3-й серией, А Дима, потому что он большую часть времени находился, хотя нет, не большую, пополам получилось, первую часть времени находился на пассажирском кресле, вот, и он обратил... Нет, не пополам, ты на спальнике в последнее время ехал. Да, я заболел. Да. То есть, пополам получилось. Ты ехал от Уфы, а я ехал до Уфы. Ну ладно. Примерно пополам. Да, ну ты не сидел на этой табуретке. Да, я не сидел, у меня поднялась температура, и нам пришлось... Я прям приболел, то есть даже разговаривать не смог. Вот. И пассажирское сиденье, оно не подрессоренное, просто табуретка. То есть сиденье, которое жесткое, как, в общем-то, в легковых автомобилях не подрессоренные сиденья, но они достаточно большие, с большой подушкой, мягкие, вот. А грузовики все-таки это грузовики, и тут и кабина подрессоренная, и сиденья подрессоренные. То есть в основном все подрессоренные сиденья сейчас это водительские, с пневмоподвеской, хотя еще встречаются старого образца с пружиной, где такая есть крутилка, которая регулирует нагрузку на пружину, соответственно, от веса, как там получается. Вот. И, в общем, перво-наперво мы захотели изменить сиденье. С учетом того, что мы захотели поменять пассажирское сиденье, думаем, пассажирское сиденье купим, а потом сиденье перешьем, и будет у нас как бы зашибись. И находим мы объявление о том, что продается комплект сидений новых. Пассажирское сиденье подрессоренное, но без подлокотников. Вот. И тут я замечаю, что продавцом являются наши друзья, компания Сервис Транс из Вологды. Я звоню Эдуарду и говорю, а есть у тебя точно такое же, только с розовыми пуговицами? В общем, с подлокотниками. Он говорит, с подлокотниками есть, но это совершенно другой комплект, и присылает мне фотографию. Сиденье люкс, исполнение водительское люкс, а пассажирское релакс. Релакс это с поворотное сиденье, но оно не подрессоренное и с подлокотниками. И есть у них, оказывается, еще один комплект, который водительское сиденье, по-моему, люкс, люкс, а пассажирское, по-моему, оно называлось комфорт. И оно подрессоренное, но без подлокотников. Вот. И, в общем, мы решили поехать к ним и посмотреть, и на месте уже выбрать, какой из комплектов нам подходит. Друзья, всем привет. В смысле, всем привет. Это же все в одном ролике. Ну, еще раз всем привет. Мы проходим Ярославль, а едем мы в Вологду на нашем новом автомобиле. Едем к нашим друзьям и партнерам. Может быть, нам удастся, но я думаю, что нам удастся. Мы хотим заменить сиденье, потому что на самом деле вот либо мы слишком предвзято ко всему относимся, но хотя нет, потому что многие из наших коллег по дальнобою, типа вот 3-я серия, да, 3-я серия местами намного лучше, кнопки лучше, пластик лучше, ну здесь кабина больше, реально кабина больше. Я из этой машины пересаживаюсь в 112-ю во флагман, там, места мало, да, ты садишься как в домашние тапочки влазишь, то есть ты привык к этой машине, можно там, регистратор стоит, записать что-то интересное, нажать на кнопочку на регистраторе, а здесь до лабаша даже и не дотянешься. У наших друзей в Вологде завалились за подкладку 2 сиденья, водительское... Очень интересный комплектация.
Да, в очень интересной комплектации. Водительское сиденье лакшери, а пассажирское, к сожалению, как бы не дотягивает. Там премиум просто. Вот. Потому что мы планировали либо эти сиденья перешивать, возможно, менять эргономику, но эту эргономику менять очень дорого. Вот. Но думали перешивать, добавлять в водительское кресло как минимум вентиляцию, потому что подогрев здесь есть. А пассажирское у нас не подрессоренная, там табуретка. Вот. Хотели бы, чтобы хотя бы на пассажирское было тоже как бы на пневме и с подлокотниками. Здесь, кстати, подлокотник сломанный. Но мы его не чинили, потому что хотели починить, но уже когда узнали о том, что есть шанс заменить сиденье, решили не будем заморачиваться. Сейчас выставляем мы их в продажу. Вот. Но может быть даже и починим, как бы, чтобы продавать нормальное, не сломанное, будем так говорить. Вот. Сейчас проходим Ярославль, и вечером мы должны быть в Вологде. В Вологде нас уже ждут, подготовили место, и мы сразу прям в Вологде их поменяем. Мчим в Вологду. Как вы знаете, наша аудитория достаточно разнообразная, и нас смотрят не только мужчины и женщины, а также дети, мальчики и девочки. И, в общем, получилось таким образом, что отец нашего подписчика написал нам в Telegram, хотел приобрести футболки в подарок своему сыну. Вот. И получилось так, что в процессе переписки Дмитрий предложил нестандартный ход и сказал: давайте мы попросим Вадима Николаевича, и Вадим Николаевич приедет и поздравит с днем рождения Александра, подарит ему подарок от вас. И, в общем, вот такая у нас нестандартная задача. Не знаю, что из этого получится, но вот решили попробовать подарить парню на день рождения не только подарок в виде футболки и презента от спецбуксира, но еще сделать сюрприз, и чтобы он заработал положительные эмоции от того, что он не ожидает. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что получится все красиво. Мы будем стараться. Короче, спецбуксир теперь занимается организацией праздников. А что, как это называется? Диверсификация бизнеса, ё-моё. Но это только возможно для подписчиков канала. То есть подписывайтесь на канал, заказывайте спецбуксир. Едем, посмотрим, что из этого получится. Елена, добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, это Вадим, спецбуксир. Мы приехали, стоим у 9-го дома. Ага. Вот. Я думаю, нужно сделать так. Вы из 13-го СВО выходите, где у вас там пешеходный переход, переходите на другую сторону. Ну вот мы мы заехали с МКАДа, повернули направо, соответственно. Да. Вы переходите на другую сторону и чуть-чуть по ходу движения проходите, ну там где место свободное для большой машины, как бы там увидите. И тогда там встаете, звоните, и мы подъезжаем. Все, хорошо, ждем звонка. Здравствуйте, Александр. С днем рождения. Это тебе от родителей. А это тебе от нас. Это пульт управления светотехникой, маяками, всем остальным. Сейчас покажем, что там внутри находится. Соответственно, вот такая вот у нас большая кабина. Не ожидал? Нет. Доволен? Ну, мы надеялись, что у тебя будут неожиданные положительные эмоции. Ну ты так что-то скованный, как бы. Пойдем покажу, что внутри. Осторожно, дверь открывай. Сейчас я тебе помогу. Здесь всякие цепи, которые мы цепляем автомобиль, когда вытаскиваем. Ну а вилки, соответственно, то,
когда цепляем, поднимаем машину, когда буксируем. Это шланги для того, чтобы подавать воздух в буксируемый автомобиль. То есть там есть специальные сзади розетки. То есть вот эти шланги включаешь, и машина, которую ты буксируешь, она тебя тормозит тоже. Потому что здесь масса большая, которую ты везешь, и чтобы не было нагрузки, большой нагрузки на тормозную систему тягача, включаешь буксируемый автомобиль, и он тоже тормозит, если не тормозит. Это пульт управления установкой. Это рычаги гидравлики. Всякий скарб. Это специальные пневматические домкраты, которые мы используем, под машину подкладываем. Вот. Это специальные фонари, которые вешаются на буксируемые транспортные средства. Здесь электроинструмент аккумуляторный. Вот. Ну а здесь пневматические головки всякие, ударные и так далее. Бортовые здесь плита, как раз вот от того инвертора питается. Чайник, микроволновая печь, холодильник. Итак, мы в Вологде приехали к нашим коллегам в сервис Транс. Съездили, посмотрели на сиденье, выбрали сиденье. Сейчас машину забирают и будут откручивать у нас сиденье, менять. Ну что, мы в боксе. Одно сиденье уже водительское демонтировано. То есть вот так оно выглядит. Пойдем посмотрим, что там происходит. Нам разрешили поснимать, пока обед. Ужин? Ужин, да. О, сидушки нету. Нифига сколько. Ну, это как обычно, под сиденьями всегда грязь. Но ребята подберут, приберут это все. Смотри, Димон, сколько грязи под сиденьем. Вот. Ну, сейчас ребята демонтируют второе сиденье. И уже... А сиденье еще не привезли, да? Нет. Завтра, наверное, привезут. И завтра здесь будет стоять красотища. Просто красотища. И завтра поедем по поводу фар. Кстати, сиденья мы попробовали, прежде чем приобретать, ставить их. Они реально отличаются. И они реально намного лучше. Прям вот... Я сел на это сиденье и прям вот как в домашние тапочки влез. Ну что, все. Пусть ребята дальше работают, а мы поедем поужинаем. И спать. И в люлю. И в люлю. Итак, друзья, у нас непредвиденное включение. Мы были уже в гостинице, пошли на ужин. Но нам позвонили из ремзоны и сказали: срочно приезжайте. Мы-то рассчитывали завтра утром уже уехать с новыми сиденьями. А тут случилась такая бяка. Сиденье от 4-й серии рестайлинга, в народе она называется 5-й серией, ее называют 5-й серией. И в общем там, как оказалось, целая куча проблем. О, лишняя эта деталь не лезет. Вот тут надо колхозить. Да, что-то приколхозит, ребята. Разобрали. Тут вот этот селектор сам уже на рестайлинге идет другой. Ну он другой, да, мы знаем. Да, это крепление, вот здесь вот, если посмотреть, крепление идет под углом. Угу. А здесь на нем прямо идет. Ну да, почти прямое. Вот, если поставить, то есть будет вот так вот. Или надо будет перегибать, или еще что-то. По проводке отличия. Селектор, разъемы, они совершенно одинаковые, обе мамы. Надо перепиновывать или что-то будет. Вот эти разъемы тоже на выходе другие. Угу. Ну как бы еще разъемы, тут еще вам провода надо все кидать. Провода откуда? С блока? С блока предохранителей, масса и еще вот с своим силом. Надо тогда завтра подключаться Андрею тогда еще. Просто вопрос в том, хватит ли у нее мозгов на эти сиденья. Да. Ну я вот как раз вот этим как бы и занимался в процессе, что вот это,
Подойдет ли это все сейчас по проводке, вот это все вообще как бы мелочи вот эти вот, не выясняй как раз. Вот это вот мы как бы даже не подумали, то есть о том, что это... Ну здесь еще на сиденьях фугасы стоят, ну, на крепление, На ремень? на ремень безопасности. Мгм. Тут, возможно, придется всю торпеду снимать, потому что там с блока предохранителей часть проводов идет. Потом идет с блока ВМСУ. Ну, с блока управления автомобилем тоже. Поменяли сидушечки. Я думал, болтон станет. Да, я тоже думал. Но видишь, никто не догадывался о том, что это... Нет, я, если честно, предполагал, что у седух свои мозги. Ну, судя по схеме, как бы оно должно подойти. Ну, как бы то, что я по вину. Ага. Я посмотрел, что он идет вот от такого-то вина схема и выше. То есть оно должно наш подойти. вин попадает в эту Ну, категорию. по сути, да, он должен подойти. Вот этот, подогрев, вентилятор. Ну, это уже блок управления, который двигает, все манипулирует. А это сиденье тут что у нас только? Подогрев. Ну, у нее только подогрев. И все вроде, да. Да, у нее вентиляшки нету. А Ну, остальное воздух у нее подушки все назад ручное. надевается. Ну и так вот, тогда завтра. Давай тогда что, с утра? С утра, будем да, с Андреем. Городовска? Да. Слушай, а тебе завтра-то еще Ашиловский завтра будет, а тебе Послезавтра Шиловский будет. А у тебя в помощь-то не надо никого наносить, что по электрике думаешь? Там, Ну, посмотри. думаю, нет, мы сами Ну, расправимся. да, Сереж, сам разберешься, тут тоже как и да. Ну, если панель скрывать, я считаю, что тут до 12 до часу это, Не получится. не получится. Это, ну, Значит, надо будем сделать. ждать Ну допоздна и все, потому что... Давайте с утра я подъеду тоже, Миша, тогда мы пообщаемся с Андреем, как чего тут все решения примем, как по этому тогда. Я что не там. стал их даже вот распаковывать, пока мы с этими проблемами решим. Все. Не-не-не, тут вопрос уже не времени, тут вопрос, чтобы это все заработало корректно. Да. И заработало корректно, чтобы оно надо, видишь, не просто, чтобы Вот я тоже говорю, что это. без ошибок, без Да, всего. без всего, чтобы как бы они. Ну что, поехали Ну, тогда? поехали тогда, Да, чё, до да. утра завтра, я тогда с утра на с Вот Андреем. тебе и бабушка Юрьев деньги. Ну, до завтра. Ну что, друзья, у нас следующий день. Нам уже прислали видосик о том, как там все страшно. Взорвали нам кабину. Идем сейчас посмотрим, что же там происходит на самом деле. По видео я понял, что ручку они переставили. Кронштейн переставили, подогнули. А вот с подключением сидений, я так понимаю, там глобальнейшая проблема. Вот. Так что, как ты говорил, Дмитрий Владимирович, болтон? Болтон. Болт, короче. Он потерялся, остался один болт. Ладно, все потеряно. Здрасте. Здрасте, парни. Взорвали кабину все-таки, да? По-другому никак? По видео посмотрел, Михалыч мне сбросил, как бы это, ручку переставили. А, вы кронштейн перекинули, да? Там пришлось кронштейн отпиливать, у него угол менять, у них углы разные были. Этот слеповый из алюминия, вот, а стальной. Вот, потом отверстия просверлили, все. Подожди, Ну, молодцы. Нормально стоит. Крутяк. Ну, стоит вроде вот так, как надо. Ну да, вроде. Да, вместился вроде ближе. Мне кажется, он даже ушел левее немножко. Ну, правее. Наоборот, чуть-чуть Правее, дальше правее, стало да. Я просто не с той стороны. Так, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. О, тут какой ядерный взрыв. Вот так у нас сейчас выглядит машина. Зато мы теперь будем знать, как устроено внутри все. Да. У него был блочок SCP, которого тут нет. Чтобы плюс-минус 2 кама. А12, А11. Тут здесь-то нету. Это блок управления автосидения. Там что это водительская. Водительская, которая новая. Да. Вот она. Я так понимаю, что это подушка безопасности. Ну, это Вот разъем это, а не блок управления. А9, А10, ну то есть это один и тот же разъем. Все. Да, парни. Хотели поменять сиденье болтом.
Что там, сиденье снял, другое поставил. Прикольно. Предварительно, может, не будет работать часть тех функций, которая заложена в сиденье в плане безопасности, отображения там, пассажирского сидения, вот такие вещи. Ремень, да? Да, наличие ремня безопасности, пристегнут, не пристегнут пассажир, вот эти вещи. А движения все будут работать? Нет, Подогревы должны? Это все будет работать. Единственное, что все, что связано с передачей данных другим блоком. То есть сиденье должно передать. Просто она не будет видеть, есть пассажир, нет пассажира, пристегнут он, не пристегнут. Возможно. Но это не проблема. Потому на что самом деле. блоки тут другие, да? На этих машинах и на более новых машинах, на обновленной GFH, там стоят обновленные блоки, они немножко, это программа другая, номер блока другой, и она работает чуть-чуть по-другому. Нет, тут как бы пассивная безопасность останется то же самое, как бы, соответственно. Пассивная. Да, а просто не будет уведомления, что пассажир, она блямкать не будет. Это возможно, условно, я пока предварительно говорю. Может, мы сейчас придумаем, да. как это зайти. Ну, отлично. Ну что, идем еще одна попытка. Смотри, сиденье там. Это уже радует. Опа, колдовство продолжается. Колдуете? Колдуется? Вроде да. Отлично. Подержи. Я на ступеньку встану. Провод не задень. А что ты шепчешь? Чтобы не спугнуть. Да. Слушай, они смотрятся даже лучше, чем те с красными вставками. Так, посмотрим, что здесь у нас. Опа! Какие у нас, ребята, модные сидухи. Теперь здесь вот надо будет заглушечку сделать, закрыть. Вот эти, может, мы поменяем. Ну что, друзья, сегодня наш третий день в Вологде. Нам починили наш автомобиль. Нам поставили сиденье от 5 серии. В общем-то, это все обошлось не без сложностей. Но ребятам из сервис-транса все удалось. Были сложности поженить, как оказалось, эти сиденья от 4 серии рестайлинг. В народе она 5 серия, как я уже говорил раньше. И там другой селектор передач, другие пины, другая распиновка и подключение. То есть, но специалистам удалось поженить эти сиденья и наши блоки, и все работает как положено, и безопасность, и все регулировки и так далее. Вот. Пойдемте посмотрим, что мы поставили. Так. У нас теперь кожаный салон. Нет, кожаные сиденья, еще пока не кожаный салон. У нас сиденье с электрорегулировкой, точно такое же, как на флагмане. Это кнопка памяти сидений. Это кнопочка наклона сиденья всего. Это кнопочка движения подушки вперед-назад. Это кнопка регулировка всего сиденья вперед-назад. Это кнопочка выше-ниже, пневмоподвеска, назовем это так. Это кнопочка наклон спинки. А это кнопочка подлом спинки. Дальше что у нас есть? Это у нас подогрев. Наоборот. Вот это подогрев. А вот это две кнопочки, два положения вентиляции сидений. Дальше. Это у нас, не вижу без очков, боковая поддержка и 3 кнопочки поясничных поддержки. Вот, в общем, вот такое у нас удобное сиденье. На самом деле они отличаются от предыдущих, они отличаются и по мягкости, и по ширине подушки. Мы будем надеяться, что мы не разочаруемся в них на самом деле, потому что есть такая, как-то, знаете, такой, думаем, сейчас приедем и от них спина болит, и будет это весьма-весьма печально. Что, пойдем пассажирское посмотрим? Давай. Ну и, конечно, подлокотники тоже в коже. Пойдемте пассажирское посмотрим. Пассажирское сиденье. А здесь у нас подарочки из Вологды от коллег. Масло вологодское. К сожалению, это сиденье у нас не электрическое, как на флагмане. На флагмане у нас оба сиденья с электрорегулировкой. Опа. Так, это... Надо, может, им отдать, чтобы они накрыли те сиденья. Да. Держи, Димон. Опа.
Так, здесь у нас регулировка подушки вручную двигается. Это у нас наклон спинки, в смысле всего сидения. Это жесткость регулируется, а это у нас сиденье пневматическое выше-ниже. Вот. У нее пока, к сожалению, это сиденье без подлокотников, но мы подлокотники сюда приделаем. Ну а вот так сиденье выглядит со стороны. Типа у нас все в тон получилось. Но они, конечно, и спинка потолще, и помассивнее. Дмитрий, а что это у вас такое интересное? Запчасти. Запчасти? Да. Запчасти Феби Рулевой цилиндр. для нашей Volvo. Не для этой. Не для этой. Надо убрать. А куда мы его будем убирать? Он влезет у нас в этот? В ту сторону пойдем. Там ящик у нас более свободный. Хочу, ребята, всем рекомендовать компанию Сервис Транс. Мы не только здесь обслуживаем машину, ну, когда это удается, но и покупаем запчасти. На самом деле достаточно большой ассортимент. Ассортимент не только расходников, назовем это так, но и больших агрегатных запчастей, таких как коробка передач, мосты, редуктора, масла. Кстати, масла они возят из Европы, это стопроцентные оригинальные масла. Да, есть, конечно, и масла наших отечественных производителей. Вот. Даже есть кабины. Влезла? Отлично. Так как Дмитрий Вадимович является идейным вдохновителем замены сидений, И вообще всего этого бедлама. всего этого бедлама, в который мы вписались. Это что у нас? Это забей. Забил. Вот. В общем, право первой брачной ночи под барабанную дробь, Дмитрий Вадимович, мочи. Мы все убрали с машины. На этом приключения в Волге не заканчиваются. Да, на этом приключения в Вологде не заканчиваются. Мы едем в компанию Трак Свет к Сергею и будем что-то мудрить и со светом, и с дугой. Есть у нас желание сделать дугу назад. Вчера появилось в процессе разговора с ним. Вот. И сейчас мы попробуем примерить, что можно придумать. Привет. Приветствую. Привет, Сергей. Приветствую. Ну, в общем, вот Так. вот так. Давай думать. Так, ну нам надо, получается, воздуховод, чтобы не закрыло. А воздуховод она никак не закроет. Смотри, есть мысль такая. Есть, может, нарисуем предварительно, как бы. Смотри, мы думали сделать что-то типа такого. Ну только не с такими углами. Ну да. Ну не знаю, как-то типа так. Да. Сейчас я шаблон возьму. Давай попробуем. Поприкинем. У нас труба будет как бы идти вот здесь. Ну да. И пластина косая, как бы, да, это как бы соответственно, или вот здесь, то есть у тебя вот так Ну, вот смотрите, пластина идет, и вот грубо здесь говоря, идет сейчас- труба, понимаешь? Давайте сейчас прикинем. То есть мы делаем, получается, вот в этот уровень, да? Да. Можно, наверное, чуть. Ну можно На чуть этой ниже. трубе ничего стоять у нас не будет. Будет на этой ней. трубе у нас сверху будет стоять. А, сверху, сверху, да? да. То есть то, что будет стоять сверху, будет выше спойлера. Выше Да. спойлера, да. Углы делаем не 90 градусов. Не 90. 90 не будет смотреться красиво. Давайте с чего-нибудь начнем, посмотрим, что получится. А, то есть с концовкой даже как бы. Ну да. Не, концовку, наверное, надо будет делать прямую просто. Можно сделать не сильный градус, допустим, сделать, допустим, 45 вот такой вот. Чтобы она чуть-чуть закруглилась туда. Ну и да, или так, например. То есть вот даже если Ну, сюда, практически, потому что там как бы тебе нужно и фару повесить, который больше, и эти. А стопод 2 будем вешать или один? Нет, повторитель. ну, один квадрат и все. Повторитель.
Нет, я сейчас говорю не про рабочий, я говорю про дублирующий. Один зачем? Один. Ну, один квадратный, этот, хрестомовский, как на линейке. А, ты такой хочешь А ты повесить? какой хочешь? Я круглый хочу. Тогда надо места больше. Чуть-чуть по часовой подвинь. Еще чуть-чуть. Вот так, вот так. Ну да, вот, наверное, вот так вот. Так, сейчас. Ну тут у нас, знаешь, что хочешь сделать? Так, 2,60. Отрезок 33 и 17 отрезок. Так, собрали предварительную. Димон, держи. А что ты туда полезешь? То есть надо смотреть? Ну да. Ну да. Чуть-чуть по часовой, наверное, повернуть. Прям чуть-чуть. Ага. И выше, наверное, поднимать надо. Вот да. так вот как-то, да. А ну, кстати, можно даже, наверное, угол не менять, а просто саму дугу завалить. Да, вот от кронштейна она заваливается. Здесь будет это. И вот так она туда как будто она туда уходит. И здесь зазор как бы будет, ничего подрезать не надо и так далее. Ну То есть да. она вот под таким углом и заварена. Ну все, отлично. И зазор здесь везде как бы, когда открывается, она же сюда открывается, не мешает. Она это ниже это вообще, не да. трогает. Ну вот так идеально. Я предлагаю пока оставить, мы подберем балку, которая легкая. Чтобы кронштейн только внутри остался, Да. здесь чисто гладкая Да. труба. Да. Вот так красивее. Ну что, отличная балка у нас получается. Вчера мы с Сергеем придумали такую вы еще назад не делали, да? Нет, не делали. Видишь, больные люди с больными идеями приехали. Ну что, все снимаем, отдаем производство. Да? Сереж, спасибо большое. Все, счастливой Спасибо. дороги. После того, как мы решили вопрос с сиденьями, мы озадачились вопросом, как же и кто же будет переделывать нам, перешивать салон. Вот в таком состоянии у нас сейчас находится кабина. Салон у нас подразобран. Кстати, руль у нас частично готов. Нам пришлось его забрать для того, чтобы машину буксировать и крепить руль. Крепить колеса, чтобы они не поворачивались, нам пришлось взять недоработанную деталь, поставить ее на место, чтобы нам доставить машину к себе на базу. Вот, частично сделана уже шумоизоляция. Это родная, я так понимаю, вольвовская теплошумоизоляция. Такая вот замечательная. Вот. Ну, в общем, вот в таком состоянии сейчас находится наш салон. Обратились мы в компанию, которая нам делала 112-ю флагман 12 лет, подождите, уже не 12, получается 13 почти лет назад. Ребята приехали, посмотрели, через неделю сделали нам предложение, от которого мы, в общем-то, упали в обморок. Может быть, конечно, оно реальное, то есть, но 3,5 плюс за переделку салона для грузовика — это просто какая-то неадекватная цена. Там, да, понятно, музыка за 750 тысяч, сиденье, модернизация, горячие камни по 150 тысяч за сиденье. Это, конечно, все здорово. Но, ребят, у нас не Майбах, и мы далеко не настолько богаты, как вы себе подумали. Пару-тройку еще компаний мы обзвонили, и тут вспомнили, что... Да не то чтобы вспомнили. Мы давно знаем компанию Автолокер.
даже работали с ней, делали несколько шумоизоляций. И я написал Денису, Денис откликнулся, ему это стало интересно, что-то новенькое. И мы договорились и поехали в автолокер, причем поехали сразу на 2 автомобилях. И сейчас мы едем туда для того, чтобы они оценили возможность и желание внести свою лепту в изменение интерьера этого автомобиля. И, будем так говорить, внести свою лепту в уют. Так, давайте. А то сейчас нас тут будут гонять. Да? Желающие проехать. Да они вроде проезжают Да, все. сейчас кто-нибудь туда Оттуда захочет, как и бы. все, и пипец. Что, сначала покажем, как бы, что Ну, сделано. да, как что бы, сделано, да, а потом пойдемте. что хотите сделать. Это в Алькантару как бы зашили, и это аквапринт, соответственно. Прикольно, как бы ага, делали. красиво, аккуратно. Да. Вот. Эти вставки там разорились, это карбон настоящий как бы делали. Не, а эти вставки, они были или их изготовили? Их изготавливали. То есть их не было, да? Нет, вру, вставки были. А, ну То есть их как-то покрывали, как бы, Мгм. соответственно. Вот, ну вот что-то вот такого же плана. Угу. То есть вас интересует только вот потолок? Потолок, задняя стенка, соответственно, да. Ага, много всего, да. Да, так что. Ну, то и там еще больше Не, кабины. я-то думал сейчас торпеды, думаю, ну все, нам Нет, капец. на той машине как бы там есть как бы торпеда. Вот примерно видео, как я его присылал вам, только там не вся часть. Машина такая, приходится как бы ночевать часто, ну и хочется как бы... Короче, для себя уют. Я вот Да. сижу, вообще вот потолка незаметно, если честно. Мне кажется, не создает уют. Не? Его вообще не видно, вот когда здесь вот находишься. Но Он она кабина маленькая становится из-за того, что черная. Вот мы сейчас сядем в белую кабину, и кабина немножко другая, за счет там стекло прямое, как бы, да, и кабина намного больше. То есть ты сюда садишься, у тебя такая маленькая, как бы уютная кабинка, а там просто этот здоровый такой холл в вагоне таком. Ну да, классно, аккуратненько. Ну, много деталей, но я не думаю, что прям все тяжело разбирается здесь, да? Это же кто-то собирал все. Ну да, то есть разбирали, собирали, как бы. Да. Здесь сиденья переставлены уже другие, как бы, а здесь вот, ну, принцип Не, ну такой сразу же. понятно, да, ага. Да, то есть принцип такой же, как бы, ну, в принципе, то есть идеально вот это, как бы, это, наверное, как бы аквапринт, если смотреть, как бы, да, это... Вот эти шторки, Ну да? да, их же не обошьешь никак, как бы, да. Надо понять, они, интересно, отдельно разбираются? Разбираются, ну, Да? раз там как бы разбирали, и здесь То разбираются. есть каждую ламельку, да? Нет, они все вместе делали, по-моему. Тут же подвижная деталь. Если вместе делать, это же лак зальется туда, понимаете, да? Он будет А потом, когда будешь открывать, он будет раз, трескаться, как бы, да. То есть это трескаться. каждая деталь. Это вот с этим нужно... По торпеде это вот эта часть, руль, подушка и дверные карты. То есть, как бы, да, Серые части, да? ну, посмотреть, как бы, можно и не серые, в зависимости от того, как бы, что можно после того, как... Так, я понял. Сейчас я фоточку сделаю. Скорее всего, тут придется уж пилить паз и заканчивать тут кожу. Ну, тут вот такие вот моменты. А типа если вот карман вот этот? Да, да, да. Ну, мне кажется, карман делать не стоит, потому что он как раз находится в районе ноги. А, ноги, да. Да, то есть Что касается лучше верха и вот вот этого, это все без проблем, нормально. Да, то есть основная вот эта, вот эти части нет с карманом. Ого. Да, вот это вот тоже интересная штука, как с ней быть непонятно. Да как будет перешивать так? Что вот такая? Что еще у вас тут есть? Ящик. Примерно как должно выглядеть у вас на этом, в Инстаграме видос есть, как бы. Как... На такой модели Да, машины, да? именно на такой я Ну, там присылал. только как бы. красная Да это кожа. ничего не Там только поменяется, красное, да, только я мы понял. выбираем, как бы. А здесь оранжевый будем делать? Если Нет, вот это? нет, как бы. Ну, мы сейчас, когда все уже конкретно будем оставлять машину, там, выбирать кожу Обо и так всем далее, обо договоримся. всем договоримся, уже можно будет приехать на маленькой там, если что, или даже на этой мы приедем еще раз, не проблема. То есть, и все это. 6 минут обед заканчивается у ребят. Вам старшего мастера пригласить. Да, Он вам и все материалы покажет. хорошо, да. То есть ему в целом, ну, уже можете не рассказывать, в чем Ну, в двух словах просто. Да.
Спасибо. Все приятно было. До встречи. Дай бог, чтобы все срослось. Блин, подбор кожи это всегда такое, и вообще салон это как сложное очень. То есть хочется и такой, и вроде надо, чтобы по цвету попасть и под сиденье, и под торпеду, Если бы мы и под алькантару. если бы мы перешивали и сиденье, то Тогда проблем бы не было. То есть ты раз, вот два выбрал, хоп, и то, и то. А с учетом того, что там нужно сиденья у нас новые, и перешивать их не хочется, достаточно очень сложно подобрать, чтобы максимально подходило под Ну, сиденье. нужно, чтобы карты и торпеда все подходило под сиденье. Более-менее билось Да, хотя бы, как бы, пусть это не рядом, как бы, да, но надеюсь, что у нас все удалось. В общем-то, очень-очень близко. Но если вы это смотрите, значит салон уже сделали. Кстати, да. То есть, Пока не нет, пока не не сделали. обязательно сделали. Значит, машину отдали в работу. Надо было оранжевое, да. Ну что, на этом все, мы возвращаемся на базу. Всем пока, берегите себя.